Привет, меня зовут София Смит, и сегодня я вам поведаю страшную историю. Хочу вам напомнить, что с сегодняшнего дня у меня стартует неделя страшных историй. Перед началом хочу вас попросить подписаться на мой YouTube, Telegram и Instagram канал. Я буду рада каждому новому подписчику. Не буду томить, а буду начинать. Была у меня подруга, звали ее Марина. Она была лучшая подруга, она меня никогда не предавала. Мы друг друга понимали с полуслова, мы с ней были на одной волне. Когда я ссорилась с родителями, она меня всегда принимала на ночлег. Однажды, как-то раз, я опять поссорилась с родителями. Я ей набрала и попросила, чтобы я к ней пришла в гости. Она сказала, что будет очень рада ко мне. Когда я подошла к ее дому, она распахнула передо мной двери, я сразу же подбежала, обняла ее и начала плакать. Она спросила, что случилось, и я объяснила всю ситуацию ссоры с родителями. Она попросила, чтобы я успокоилась, и повела меня на кухню. Я попила чаек с конфетками и успокоилась. Потом мы с ней поговорили о том, о сём, и она предложила остаться на ночь. Я с большим удовольствием согласилась. Мне она постелила постель в одной комнате, а себе в другой. Мы друг другу пожелали спокойной ночи и легли спать. Я долго не могла уснуть, глаза просто не закрывались. Я все время думала о ссоре с родителями, и я переживала за ним. Как вдруг я услышала крик Марины. Я спрыгнула с кровати и сразу же побежала к ней в комнату. Когда я пришла к ней в комнату, я увидела, как она схватилась двумя руками за шею и начала валяться и крутиться по полу и кричала: «Пожалуйста, не надо, это не я, нет!» Я подбежала к ней и стала бить ладонями ей по лицу. Марина вроде пришла в себя и открыла глаза, посмотрела на меня. В глазах у нее был ужас. Я спросила, что это было, что произошло, на что она мне сказала лишь одно: он опять приходил. Я не поняла, кто он, и начала ее расспрашивать. Я ее положила на кровать, налила ей в стакан воды и дала ей, чтобы она выпила и успокоилась. После того, как она уже пришла в себя, то есть все с ней было хорошо, она мне начала рассказывать историю. Однажды летом она со своими друзьями решила поехать на озеро, чтобы там вместе провести время, поиграть, попеть песни под гитару. Вокруг этого озера ходила дурная слава. Поговаривали, что в этом озере живет утопленник, которого зверски убили, а потом утопили. Что того, кто ночью решится все-таки искупаться в этом озере, он его хватает за ноги и тащит ко дну. Так вот, Марина с друзьями приехала на озеро. Стоял уже вечер. Пока разложили палатки, поиграли, покушали, уже стемнело. На улице было жарко, и Марина решила искупаться. Она одела купальник и поплыла. Как вдруг она ощущает, что кто-то или что-то берет своими руками и тащит ее ко дну. Она успела вскрикнуть и ушла под воду. Она открыла глаза под водой и увидела какое-то мерзкое, ужасное существо, которое держит ее за ноги и говорит. Дальше Марина сказала, что она потеряла сознание, и когда она проснулась, она уже была на земле. Над ней стояла целая толпа народа. Она сказала, что ее спас знакомый мальчик. Он увидел и услышал, как она вскрикнула, и как она пошла ко дну, он сразу же побежал за ней и спас ее. Она всем рассказывала, что с ней случилось, но, к сожалению, ей никто не поверил. Сказать, что она просто захлебнулась водой и появились галлюцинации. И после всей этой истории это существо начало приходить к ней во снах. То есть она начала ее преследовать. Он хочет забрать ее с собой. Вот и сегодня к ней оно приходило. Она меня попросила, чтобы завтра я к ней опять пришла на ночевку, так как очень сильно боится оставаться одна ночью. Ей нужно, чтобы с ней кто-то оставался, чтобы
спасал ее от этого мерзкого поганого существа. Я ей пообещала, что я завтра приду. Мы спали до утра, потом я встала, привела себя в порядок, расчесала волосы, собрала вещи и ушла домой. Наступал вечер, и я начала собирать вещи к Марине. Я начала собирать всякие вкусняшки, я подготовила нам фильм, всякие игральные карты, чтобы нам не было скучно и чтобы мы развеялись как-нибудь. В мою комнату зашла мама и попросила, чтобы я осталась с младшим братом, сидела пару часиков, пока они с папой сходят в кино. Я согласилась только на пару часиков. Они оделись и ушли. Я позвонила Марине и сказала, что буду через 2 часа, потому что меня мама попросила остаться с младшим братом. Она сказала, что с нетерпением будет меня ждать, так как ей будет одной страшно. Прошло 2 часа, но родители не приходили. Я им позвонила, хотела узнать, все в порядке у них. Они позвонили и сказали, что да, мы немножко задержимся на 1 часик. Я взяла книжку и начала читать ее младшему брату. И мы вдвоем уснули. Проснулась я от того, что кто-то начал открывать дверь ключиком. Я сразу же вскочила и подбежала. На пороге стояли родители. Я посмотрела в окно, а уже был рассвет. Они мне сказали, что в кинотеатре они встретили своих лучших знакомых и решили к ним сходить в гости. Вот настолько они задержались. Я сказала, что так не делается, и со слезами побежала к телефону. Я начала трезвонить Марине. Я больше 100 раз звонила ей, но никто не брал трубку. Я быстро оделась и побежала к Марине. Когда я подбежала к ее двери, оказалось, она открыта. Когда я зашла в квартиру, там стояло много людей в форме. Я увидела Марину, она была накрыта белой простыней. Она лежала на полу возле своей кровати. Я бросилась к ней, но кто-то меня схватил за руку, просил. Девушка, что вы здесь Я повернула делаете? голову и увидела, что это был милиционер. Когда я ему все рассказала, что и как, он мне сказал, что Марина умерла, что ее кто-то удушил. С меня взяли отпечатки пальцев и отправили домой. Я прибежала домой, заперлась в своей комнате и начала просто рыдать. Ведь у меня была лучшая подруга, но ее уже нету. Через пару минут я уснула. Во сне я увидела розовую нежную поляну. На ней стояла Марина. Я подбежала к ней, взяла ее за руку, и я ей сказала: прости меня, что я не смогла тебя уберечь. Она мне ласково улыбнулась и сказала, что я в этом не виновата, и что ей здесь очень нравится, тут тихо, спокойно. Она меня нежно обняла, поцеловала в щеку, и после этого момента она исчезла. Через 3 дня прошли похороны, и я каждый день хожу на кладбище и кладу ей любимые цветы. И я не могу все-таки осознать, что ее больше нет. Вот такая вот страшная история у меня вышла. Как думаете, это выдуманная история, либо же настоящая? Так что напишите в комментариях. Напоминаю вам подписаться на мой Telegram, Instagram, YouTube канал, ведь я рада каждому новому подписчику. И не забывайте нажимать на лайк, писать мне комментарии и нажимать на колокольчик, чтобы вы смогли первыми видеть мое видео. Напоминаю вам, что завтра выйдет еще одна новая страшная история, и она будет намного страшнее, чем эта. Так что всех люблю и всем пока! Пока-пока!